Приветствую, друзья! После успеха плеера M3X компания Shanling, видимо, решила подгрести под себя вообще весь рынок мобильных устройств и выпустила беспроводной мобильный ЦАП A5, который почти как две капли воды повторяет аудиоплеер. С той лишь разницей, что заточен на использование со смартфоном. Ну а последний, согласитесь, у каждого сегодня под рукой. Из возможностей девайса стоит отметить Bluetooth с LDAC и aptX HD кодеками, два чипа ESS и ES9219C, фирменный микрофон от Lewis Seasonic, поддержку PCM и DSD форматов, до 240 мВт мощности на 32 Ом нагрузки в режиме балансного подключения и до 15 часов работы от одного заряда. То есть заряжен аппарат, как говорится, на полную катушку. Ну а что там конкретно, я и предлагаю сегодня разобраться. Собственно, поехали. Пришел аппарат в достаточно компактной коробке, такой с изображением самого устройства, двумя логотипами HiRes аудиосертификации и подробными техническими характеристиками с обратной стороны. Кстати, именно тут я узнал, что на USB используется XMOS XU208, что на текущий момент чуть ли не лучшее из возможных решений. В комплект нам положили, ну, конечно же, небольшую инструкцию по эксплуатации, гарантийный талон, короткий такой Type-C кабель, переходничок с Type-C на классический USB и очень удобный чехол из кожзаменителя. По поводу кабеля у меня сразу же имеется претензия. Он почему-то работает только в строго определенном направлении, когда штекер с логотипом подключается к смартфону. Вот обратно никак. А вот за чехол хочется, друзья, ну исключительно хвалить. И выглядит с ним девайс здорово. И на ремень можно прицепить, и сохранность куда выше. Все необходимые прорези здесь, конечно же, на местах. Да, он чуток увеличивает аппарат в габаритах и тяжело так надевается, но это единственное, к чему тут вообще можно было докопаться. Сам девайс, на мой взгляд, ну, просто миниатюрный. Спереди и сзади у него стекло, а все остальные элементы выполнены исключительно из металла. Экранчик тут небольшой, 0,96 дюйма, зато очень информативный. По умолчанию на него вынесли уровень громкости, активный кодек или качество потока, ну и состояние батарейки. Отображается все приятным глазу белым цветом, ну и буквально через несколько секунд сам экран собой гаснет. Под ним находится NFC-метка, сзади два логотипа пройденной сертификации, фирменный знак производителя. Снизу имеем только многофункциональный Type-C порт. По нему мы заряжаем устройство и подключаем его, например, к смартфону в виде обычного проводного ЦАПа, ну или звуковой карты к компьютеру. На верхней части у нас разъемы на все случаи жизни. Стандартные 3,5 и целых 2 балансных. На 2,5 и 4,4 мм. Так что какой бы у вас ни был вид подключения, с A5 вы все равно будете во всеоружии. Здесь же, кстати, находится небольшое отверстие для того самого микрофона от Lewis Seasonic. Общаться так, конечно, ну не совсем удобно, особенно если само устройство висит у вас на поясе. Однако в случае необходимости вопрос более-менее решает. Регулятор уровня тут тоже далеко не прост. При вращении мы изменяем уровень сигнала, при нажатии поджигаем или гасим экран, а при долгом нажатии включаем или отключаем устройство. С противоположной же стороны находится не менее многофункциональная кнопка, которая при однократном нажатии работает как пауза, а при двойном и тройном переключает треки. Согласен, было бы удобнее иметь 3 кнопки под все эти нужды, однако производитель, видимо, придерживается в этом плане минимализма. Если же данную кнопку зажать, то мы попадаем в системные настройки, где можно выбрать тип усиления, режим двойного или одинарного ЦАПа для 3,5 мм выхода, один из 2 цифровых фильтров, эквалайзер с кучей пресетов и собственной настройкой, USB первой или второй версии, для обновления прошивки нужна первая. Режим в автомобиле, заряжаться ли при подключении по проводу, яркость дисплея, громкость при загрузке и текущая версия прошивки у меня это 1.6.3. Причем за время использования пришлось пару раз обновить его при помощи компьютера. Единственный тут, на мой взгляд, минус: нельзя отключить Bluetooth, чтобы использовать девайс исключительно по проводу. В любом случае он будет шарить пространство в надежде подключиться к какому-нибудь источнику, если по кабелю сигнал отсутствует. Никакого фона в паузах, друзья, тут и близко нет. Нагрева за ним тоже особо замечено не было. Маленький, удобный и, на мой взгляд, сверхфункциональный. Ну а кому и этого мало, можете установить себе на смартфон приложение Shanling Controller. После несложной коммутации мы попадаем в меню устройства, где указан тип подключения и номер версии прошивки. Здесь же, оказывается, можно было тоже обновить прошивку. Не знал, оттого обновлял исключительно по кабелю с компьютером. Настройки здесь почти один в один повторяют описанные выше, разве что тут можно отключить ненужные нам кодеки. Удобно настроить эквалайзер, переключить язык голосового оповещения с
китайского на английский или наоборот, и таймер автоотключения экрана. В разделе аудио нам добавили возможность корректировать баланс и на графиках познакомиться с отличием в цифровых фильтрах. Также сюда нам засунули подробную инструкцию по эксплуатации. Что я могу сказать? Приятное дополнение к функциям встроенного экрана, да и с телефона намного удобнее всех редактировать. По мощности тут 90 мВт на обычном 3,5 мм, 112 мВт на нем же, но в режиме двойного ЦАП, и 240 мВт на 32-омной нагрузке на каждом из двух балансных выходов. Чего вполне достаточно для любых внутриканальных и подавляющего большинства, даже в меру тугих, полноразмерных наушников, эдак до 250. По громкости же мне даже пришлось чуть опустить предлагаемый по умолчанию уровень. В среднем я слушал где-то на 30 пунктах из 64 возможных. При подключении к моему смартфону Galaxy S21 были доступны кодеки SBC, AAC, aptX и LDAC. aptX HD, к сожалению, мой аппарат не поддерживает. Подключать к герою обзора Bluetooth наушники нельзя. Почему-то меня часто об этом спрашивают. Это устройство само подключается к смартфону и через встроенную у него систему ЦАПов выводит звук на проводные наушники. По времени работы это примерно 15 часов 3,5 мм выхода и до 11 часов с любого балансного. По железу внутри установлено целых два чипа ESS ES9219C. Относительно усилительного тракта толком ничего не известно, однако, исходя из заявленной мощности, она здесь довольно-таки продумана. Для компьютера мы имеем автоматическое определение на Windows 10 с качеством посредством WhatsApp до 32 бит 384 кГц и через драйвер с официального сайта с поддержкой ASIO, DSD и еще более высокого разрешения. К смартфону по проводу опять тоже подключается, причем с прямой поддержкой DSD потока через режим BitPerfect. Замеры на этот раз я делал 24 бита 96 кГц на ACP EVNDA Cosmos в проводном режиме, чтобы, так сказать, понять всю глубину возможностей героя обзора. Все значения, естественно, у нас в положении отлично. Просто прекрасная кривая ЧХ. Шумы ниже уровня минус 130 дБ. Отличный динамический диапазон и искажения ниже уровня минус 105 дБ. Причем как гармонические, так и интермодуляционные. Отличные по качеству измерения, друзья. Тут мне добавить просто нечего. Звучит же SHANLink опять просто один в один с популярным плеером M3X, который, минуточку, стоит в 2 раза дороже. Начинка при этом у них абсолютно идентична, оттого, наверное, разницы не особо-то и ощущается. За довольно внушительное время эксплуатации я уже успел сравнить героя обзора с очень многими девайсами. Так iBus DC05 звучит почти в уровень с A5, если говорить о небалансном подключении на двух чипах ESS. Но и тут верхние частоты у SHANLink оказались куда чище, прозрачнее и продолжительнее на слух. FiiO K-A5 заметно ярче, резче и драйвовее, но если дело доходит до естественности, тембральной насыщенности и прорисовки инструмента заднего плана, то у A5 практически нет конкурентов. Многие устройства играют детальнее и чище, но та глубина и объем, что мы слышим в SHANLink, для них практически недостижимы. На мой взгляд, звучание опять предлагает нам уверенный уровень плееров среднего сегмента, без всяких сносок и допущений. Aiga Eros H05 и HiBear 2 очевидно серьезно ниже по уровню. Тут даже особо времени на сравнение никакого не требуется. Опять не стремится в микронюансы, суперскорость или какую-то излишнюю резкость он берет естественной атмосферой, качеством проработки и глубиной музыкальных образов. Да так, что залипнуть можно даже на оркестровую музыку, где инструменты второго и третьего планов отрисованы с тем же усердием, что и лидирующие. Причем каждый из них имеет свою собственную фактуру, объем и пространство. Конкуренты же больше по отработке атак, затуханий и общей техничности. И это создает между ними буквально стену в плане качества. Не то чтобы опять прямо-таки рвал всех, это далеко не так. Скорее, за достаточно доступный ценник он знакомит нас с так называемым взрослым звучанием, когда надо не только громко и разборчиво, но еще и красиво и завлекательно. Да так, чтобы музыку прямо-таки хотелось слушать, погружаясь в нее всем своим вниманием, изучая те самые многомерные музыкальные пространства. Естественно, тут еще зависит, какие наушники вы будете использовать. И я тут порекомендую сильно не экономить. Моя основная связка была с Moondrop Katak, Bear Aurora, BKS Autumn и 7 Hz Timeless. Ну и обязательно нужно отметить Yanging Canons. Опять они тоже прекрасны, хотя сами по себе еще более высокого уровня. По стилистике, я считаю, у героев обзора просто нет никаких ограничений. Модель одинаково легко отыграет вам сложный инструментальный джаз, тяжелый металл, какие-нибудь этнические запевы,
высокоточивую и жестко компрессированную электронику. Но если музыка предполагает объем и какое-то интересное акустическое оформление, то Shanling позволит вам просто нырнуть туда с головой. Просто удивительно, как в таком малыше заложили столь серьезный, на мой взгляд, звук. Когда я только получил аппарат, то, будучи уже наученным M3X, он тоже был у меня на обзоре, я легко ознакомился с режимом одного ЦАПа. Вот с ним аппарат звучит даже чуть проще конкурентов, и на этом многие погорели. Однако переходим в настройки и ставим режим двойного ЦАПа, и вот уже девайс буквально расцветает в наших ушах. Теперь он уже мало кому по зубам. Ну а зная, что самый сок у Shanling всегда на балансе, то с 2,5 и 4,4 мм получается почти недостижимый для своего сегмента уровень. Где-то близко, возможно, но все равно чуть позади. Я говорю именно о конкурентах. В сравнении, например, с моим плеером Shanling M621, даже герой обзора становится не по себе. Так что в каждом сегменте, как говорится, свои герои. И опять, на мой взгляд, один из них. Если же разложить звучание, то по факту оно не сильно уходит в микронюансы, скорее предлагая нам макросоставляющую. Высокие, хотя и довольно неплохо проработаны, но заметно так отведены на второй план, выставляя вперед вокал и всю остальную вакханалию, что случается среди лидирующих инструментов. На слух это не только приятно, но и очень натурально звучит. Так что это реально хочется слушать. Все тембры, вне зависимости от планов, сочные, насыщенные и сверхвыразительные, от чего можно залипнуть даже на какой-нибудь фоновой флейте или гитаре. А это, я считаю, очень серьезным показателем уровня звучания. Низкие тут тоже сильно не выпирают, но то больше зависит от ваших наушников. При этом они довольно четкие, чистые и текстурные. В самом же аудиальном пространстве достаточно воздуха, чтобы все звучало гармонично, с завидным разделением и передачей эмоциональной составляющей трека. Где-то полгода его уже, друзья, гоняю и не встретил ничего за сравнимые деньги, кто бы мог полностью затмить с собой героя обзора. По некоторым пунктам согласен, бывало, но чтобы я тут же махнул на него свой опять, нет. За примером даже далеко ходить не надо. Тот же Evandea 9038D просто чудеса творит в плане техничности, но рядом с Shanling он плоский, как доска, и до безобразия скучный. То, как умеет подать материал опять, это, уверен, годы работы специалистов высочайшего уровня, причем как в плане инженерии, так и опыта прослушивания. Не титан, не убийца, но очень крутой аппарат, как за свои $150. Приятно, объемный, просто безумно мелодично. Треки только выбирайте более-менее качественные. К своему опять я уже успел обзавестись небольшой коллекцией в DSD и в Hi-Res. И да, девайс может их подать ровно так, как нужно. С другой стороны, если вы используете опять только по Bluetooth, то тут уже сам кодек не дает особо развернуться, и что-то тяжелое из форматов будет явно лишним. Хотя, что возможно из материала, аппарат, конечно же, вытащит, и если уж использовать Bluetooth, то лучше уж связки с A5. Итогом, беспроводной мобильный ЦАП Shanling A5 прежде всего подкупает своими крошечными габаритами и комплектом поставки. Чехол тут ну просто бомба. Из минусов: микрофон разместили в довольно-таки спорном месте, управление все спихнули, считай, на одну кнопку, и регулятор тут в виде колесика, который можно нечаянно все-таки крутануть, хотя у меня такого ни разу не случалось. А так, огромнейшее число настроек: Bluetooth, aptX, HDLDA кодеками, выходная мощность до 240 мВт на 32 Ом нагрузки. Удобное приложение, естественно, просто невероятное для своего форм-фактора звучания. С отличной прорисовкой всего музыкального полотна, в том числе и в глубину сцены, выразительностью, эмоциональностью и, конечно же, просто потрясающей музыкальной атмосферой, такой, какую обычно нам предлагают устройства гораздо более высокого ценового сегмента. Да, я бы назвал звук опять взрослым, не каким-то шедевром, но на фоне очевидно примитивных конкурентов он вызывает исключительно почет и уважение. Мне аппарат однозначно понравился, и я с удовольствием буду вам его рекомендовать. А на этом у меня все. Это был беспроводной мобильный ЦАП Shanling A5. Всем добра, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии под данным роликом.